Всем доброго дня! Я рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком» с Ольгой Головатой. Также не забудьте посетить мой параллельный канал, где мы с вами вяжем спицами. Ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим видео. А сегодня мы с вами свяжем приинтереснейший узор, очень похож на предыдущий под названием «Василек», но вяжется гораздо проще. Таким узором можно связать будет очень многое. Все будет зависеть от выбора пряжи. К примеру, если брать тоненькие ангорочки или какие-то тоненькие полушерстяные пряжи, будут получаться красивые шали или же снуды, шарфы. Если же выбирать полуакриловые или же чисто хлопковые пряжи, этим узором будут получаться красивые костюмы. Шикарная из такого узора получится скатерть. Но думаю, что вы подумаете еще больше, чем я, и придумаете, что можно будет еще связать таким узором. А мы давайте просто его сегодня свяжем. Узор кратен 3 арочкам и 2 рядам в высоту. Я сегодня для этого узора использую пряжу Alize Diva Silk FX турецкого производства. Это 100% акрил, хорошо отполированный, в 100 граммах 350 метров и крючок 1,6. Под каждую другую пряжу вы будете выбирать крючок относительно той пряжи, которой вы будете вязать. Ну а мы давайте начнем набирать наши арочки. И как всегда набираем первую петелечку, которая у нас не просчитывается, и вяжем цепочку из 6 воздушных петель. Делаем 4 накида на крючок. И провязываем из исходной петельки столбик с 4 накидами. Это у нас большая арочка. Теперь мы делаем маленькую арочку. Вяжем 3 воздушные петельки и провязываем из исходной петелечки столбик с 1 накидом. И повторяем большую арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 накида на крючок. И провязываем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4 и закрепили. Мы набрали раппорт нашего узора. Я повторю еще хотя бы 1 раппорт, а вы будете набирать столько раппортов, сколько вам нужно будет для ширины вашего изделия. Мы связали с вами наборочку на 2 раппорта. В раппорте 2 большие арочки и 1 маленькая посередине. Повторение 2 большие, 1 маленькая посередине. И отсюда начинаем наш узор. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся в эту же петлю. Провязываем столбик без накида. Отсюда вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы пропускаем большую арочку. У нас есть петелька между маленькой и большой арочкой. Вот она. И мы провязываем из этой петельки столбик с 2 накидами. Не соединяя его с ведущей петлей, оставляем на крючке. Теперь пропускаем маленькую арочку. Есть такая же петелька. После маленькой арочки мы провязываем 2 столбик с 2 накидами из этой петельки. У нас на крючке есть 3 петли, и мы замыкаем эти 3 петли в одну вершинку. Теперь провязываем вновь 8 воздушных петель.
Переступаем большую арочку, в петельку между арочками провязываем столбик без накида. Мы с вами связали первый ряд первого раппорта. Теперь идет повторение раппорта. Опять вяжем 8 воздушных петель. И повторяем. Петельку между маленькой и большой арочкой провязываем столбик с 2 накидами, не довязывая его до конца, не соединяя с ведущей петлей, оставляем на крючке. Опять делаем столбик с 2 накидами, пропуская маленькую арочку и в петельку между ними провязываем второй столбик с 2 накидами. Эти 3 петельки замыкаем в одну вершинку. И теперь вяжем 8 воздушных петель. И в угловую петельку мы провязываем 1 столбик с накидом, и повторяем еще 1. Это будет кант нашего узора. Мы сделали первый ряд, сделали разбивочку под узор, и теперь переходим на второй ряд. Вяжем 1 воздушную петельку, разворачиваемся и в первую же петлю провязываем столбик без накида. Теперь у нас в раппорте есть 2 большие арочки. Под каждую из них мы будем делать вот такие вот столбики. Первый столбик без накида, второй столбик у нас будет провязываться полустолбик с накидом. Теперь мы вяжем 5 столбиков с накидом. И теперь зеркально мы вяжем опять полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. Переходим под вторую арочку. Опять столбик без накида, полустолбик с накидом, 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь полустолбик с накидом и столбик без накида. Мы с вами связали раппорт нашего узора. Теперь между раппортами мы делаем столбик без накида, опускаясь на 1 ряд ниже, вот в эту петельку. И переходим к следующему раппорту. Опять под арочку мы вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, 5 столбиков с накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Зеркально полустолбик с накидом и столбик без накида под эту же арочку. Переступаем в другую арочку. Опять вяжем то же самое. Столбик без накида, полустолбик с накидом, 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, полустолбик с накидом и
столбик без накида. И в последнюю нашу петельку у нас вот здесь вот есть арочка из 3 воздушных петель. Мы провязываем столбик без накида. Мы с вами связали раппорт узора. Далее узор будет располагаться в шахматном порядке. Вернее, будут арочки все те же, только вот эти вот столбики с одной вершинкой будут теперь уже в шахматном порядке. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваемся. И если у нас 2 столбика с одной вершинкой были здесь, значит теперь в шахматном порядке они должны быть вот с самого края уже начиная. Делаем 2 накида на крючок. И из центра нашего вот этого вот веера, вот эта петелька, ее видно, провязываем столбик с 2 накидами. Теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И заходим в петельку между вот этими вот 2 веерами посередине. Провязываем столбик без накида. Опять вяжем 8 воздушных петель. Провязали. И провязываем снова столбики с 2 накидами с одной вершинкой. 2 накида на крючок. Из центра этой арочки провязываем первый столбик. Оставляем на крючке. Опять 2 накида на крючок. И из центра следующего веера мы провязываем второй столбик с 2 накидами. И теперь замыкаем эти все столбики и нашу ведущую петлю в одну вершинку. Провязываем снова. Повторяем раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Заходим в серединку между веерами. Вот в эту петельку. Провязываем столбик без накида. Провязываем снова 8 воздушных петель. Из центра у нас вяжется столбик с 2 накидами. Оставляется на крючке. И теперь из краевой петельки мы тоже провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок. И вот наша угловая. Мы провязываем столбик с 2 накидами. Замыкаем в одну петельку. Мы сделали с вами первый ряд следующего раппорта, второго раппорта. И теперь возвращаемся, делаем второй его ряд. 1 воздушная петелька. Разворачиваемся, делаем столбик без накида под первую же петельку. И теперь снова вяжем вот такие вот веера, которые мы вязали в первом раппорте. Столбик без накида, полустолбик с накидом, 5 столбиков полных с накидом. Опять полустолбик зеркально нашему вееру и столбик без накида. Теперь мы должны сделать между веерами столбик без накида, опускаясь на 1 ряд ниже. Так это будет красивее выглядеть. Провязываем вот в эту петельку, на ряд ниже провязываем столбик без накида и переходим в следующую арочку. Опять столбик без накида, полустолбик с накидом, 5 столбиков с накидом, 1,
2, 3, 4, 5. Зеркально полустолбик и столбик без накида. Сразу переступая в следующую арочку, мы опять вяжем столбик без накида, полустолбик, 5 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5, полустолбик с накидом провязываем и столбик без накида под эту же арочку. И между этими веерами мы вяжем еще один столбик без накида, опускаясь на ряд ниже. И заканчиваем последний веер. Столбик без накида, полустолбик, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4 и 5. Полустолбик, столбик без накида под эту же арочку и столбик без накида вот в наше сплетение угловое, еще один столбик без накида. Ну вот мы с вами связали уже второй раппорт и разместили его в шахматном порядке. Или можно это вместе с шахматным порядком считать полноценным раппортом. Далее все повторяется с первого ряда. И давайте мы сделаем еще раз этот переход. Вяжем 4 воздушные петельки, разворачиваемся и в эту же петельку вяжем столбик с 2 накидами. Провязали. Теперь вяжем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у нас, если в шахматном порядке, то теперь у нас столбики с 2 накидами должны быть из вот этих вот вееров. Провязываем 1, 2 и столбик с 2 накидами. Опять 2 накида и провязываем столбик с 2 накидами. И закрыли в одну вершинку. Опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. И теперь мы делаем столбик без накида между веерами. Кстати, опускаясь тоже на пол ряда ниже. Опять 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у нас снова здесь столбики с 2 накидами из центров наших вееров. Оставили на крючке 2 накида и еще раз. И теперь замкнули все это в одну вершинку. 8 воздушных петель. И вяжем столбик с 2 накидами из угловой петельки. Вот она. И еще один столбик с 2 накидами. Вот мы сделали с вами переход уже на 3-й раппорт.
Или же можно сказать, что это начало второго рапорта полноценного вместе с шахматным порядком. Узор очень простой. Главное не забывать делать вот эти вот шахматные порядки вот этих вот птичек, столбиков с двумя накидами. И тогда у нас будет вырисовываться вот такая вот прелесть. Узор простой, очень симпатичный, и я думаю, что вы все очень легко с этим узором справитесь. Ну а я на сегодня с вами буду прощаться, и как всегда, до новых встреч, до новых идей, до свидания вам.